the Bay of Malaga. В этом видео я покажу вам свой топ мест для посещения в этом городе. Эй, Малага! Здесь очень приветливые люди. Ой, да муха привязалась. И очень вкусная еда. Здравствуй, Малага! Это первое место, которое я посещаю в этом городе, потому что я вот только что прибыл и сразу нахожусь в таком красивом месте, которое находится на крыше отеля Х10 Крома Малага. Ссылку на отель вы найдете под видео, в описании под видео. Здесь есть замечательная терраса. Здесь вам предложат, здесь есть даже бассейн. Здесь вам предложат разные напитки, в общем, все, что вам угодно. И также здесь есть вот такие стульчики, на которых вы можете посидеть, отдохнуть и даже позагорать. Потому что вон там за этим растением кто-то тоже загорает и наслаждается жизнью. В общем, вот так выглядит Малага с высоты. Здесь вид на город уже с другой стороны. И посмотрите, там видно кафедральный собор. То есть это самый-самый центр города, самая живая часть города. И мой хостел расположен тоже где-то вон в той части города, в 10 минутах отсюда. Посмотрите, город окружен горами. И солнце, получается, садится прямо где-то за горами. И сейчас подождем, будет, наверное, замечательный закат. Это, получается, портовая часть города. Там вон видно порт. И сейчас мы перейдем тоже на обратную сторону. Она такая терраса. Все очень приятно выглядит. Вход здесь бесплатный. Конечно, вас сразу же встречает персонал, предлагает какой-нибудь напиток. Я думаю, это вежливо, если вы закажете что-то небольшое. Вот, снова видно кафедральный собор, старый город, улочки оживленные. И, в общем, первое впечатление, я буквально еще меньше часа здесь, и первое впечатление очень хорошее. В моих планах посещение мест вот там на холмах, вот за кафедральным собором, там есть небольшой замок, и там тоже смотровые площадки, то есть город будет виден с другой перспективы. И вот с этой стороны тоже там есть смотровая площадка. В общем, все вам расскажу и покажу. Но очень красиво. Это Малага, ребята. Это Малага. И я очень рад, что завтра у меня будет целый день, и послезавтра у меня будет тоже время, чтобы насладиться этим городом и показать его вам. А вот это уже одна из центральных улиц Малаги, которая называется Аламеда Принципаль. Здесь очень оживленно. Кстати, в городе есть метро, вот одна из станций метро, чего я не знал. Вот сколько народу, куда они все идут, непонятно. Кстати, по поводу транспорта в Южной Испании, я сегодня ехал на попутке, на машине, и водитель местный, он рассказал, что, я его спросил, здесь на юге, здесь почти нету сообщения поездов, то есть в основном люди передвигаются, если на общественном транспорте, только на автобусах, что, конечно, достаточно долго и, неудобно, да, либо, конечно, на своих машинах. То есть максимум поезда с южных городов ходят
в Мадрид, то есть какие-то такие большие, может быть, в Гранаду. Кстати, я не знаю, следующий мой город будет Гранада, нужно посмотреть, каким образом я туда на общественном транспорте смогу добраться. Вот, наверное, прям одна из главных пешеходных улиц. Ой, вы посмотрите, как красиво. Кстати, в Испании делают вот такие навесы из материала. Это спасает от жары. И подобное я тоже видел в Румынии. Нет, в Венгрии, извините. Это супер оживленные улицы. Это похоже на, наверное, это как старый Арбат в Москве. Да, конечно, после тех маленьких городов, которые я посетил после Севильи, это город Кадис, Тарифа и еще один город. Здесь совершенно другое впечатление. Посмотрите, сколько народу, жизнь просто идет, кипит. Многие люди выходят на улицы пообщаться, поболтать. Вообще, народ очень приветливый. И вот сегодня мы сидели, кушали в кафе, и мы уже заказали еду, нам принесли ее. И официант, который разносил еду, он к нам, наверное, 5 раз 5, может быть 6. Он просто нам показывал, какие блюда он несет людям, то, что заказали. То там осьминог какой-то был, потому что это было в Тарифе, на самом прям у океана. То осьминога, то какие-то другие морские, которых мы не знаем. И он прям несет тарелки, вот смотрите, какие красивые, там, какое блюдо красивое. Вот таким образом вот он общается, они общаются с людьми, и такой позитивный. Потом еще несколько раз подошел: все ли у вас хорошо, todo bien? И от этого, конечно, ты невольно сам начинаешь улыбаться, потому что хорошие эмоции, так же как и плохие, да, конечно, хорошие эмоции, они передаются. И посмотрите, это кафедральный собор здесь местный, городской. Это как в старой советской песне. Все мудрости, они уже понятные, да? Поделись улыбкой своей, и она к тебе не раз еще вернется. Поэтому давайте делиться улыбками друг с другом больше, такими искренними улыбками, чтобы больше было людей, которые улыбаются, которые радуются друг другу. Обнимайте друг друга. И это все на самом деле очень хорошо. Вот небольшая площадь такая в центре. Если по аналогии с Германией, я бы сказал, что это рыночная площадь, а это была бы мэрия. Но я, к сожалению, не обладаю информацией. А я спешу в свой хостел, потому что мне нужно зарегистрироваться до 10 вечера. Время сейчас без 20:10. И если я этого не сделаю, спать буду, наверное, на улице. Поэтому я очень спешу. Доброе утро, друзья! Надеюсь, оно у вас хорошее. Сегодня мой первый день в Малаге. Я вчера вечером прибыл в этот красивый город. И сегодня я начинаю свой день с восхождения на одну из самых красивых смотровых площадок города. Называется Монте-Виктория, гора Виктория. И вы можете видеть сзади меня, какие виды уже открываются на город. Немножко жарко, но это, я думаю, стоит того. На эту гору вы можете... На эту гору вы можете подняться пешком. От центра это будет где-то 40 минут пешком. Либо вы можете часть пути проехать на машине, на такси. Не до самого конца, потому что в середине пути там есть шлагбаум. Вот в данный момент он был закрыт. Может быть, в какие-то дни он открыт, но вот сейчас конкретно он был закрыт. Поэтому до конца, прям до самого верха доехать нельзя. Поэтому, если погода не очень жаркая... Ой, да муха привязалась. Можно будет и дойти пешком. На велосипеде, конечно, сложно, потому что подъем достаточно хороший, если, конечно, у вас не электробайк. В этом видео я покажу вам свой топ мест для посещения в этом городе. И надеюсь, вам понравится. Это тот город, в котором родился и жил Пабло Пикассо. Здесь есть музей его имени. Этот город является 5-м по величине городом Испании. И за последние 20 лет город очень сильно изменился, преобразился, стал современным.
Также он был адаптирован, конечно, к туризму, потому что это одна из точек притяжения туристов, вообще мировая. И несмотря на это, несмотря на реконструированные районы города, лицо старого города и дух старого города, он сохранился. Поэтому вот этот контраст в городе тоже очень будет интересно посмотреть. Я постараюсь вам все в этом видео отобразить, рассказать. Ну что, друзья, я нахожусь на вершине Монте-Виктория. И вот она, Малага. Малага, 5-й по величине город Испании. Город, который заявил о себе на мировом уровне как культурный и туристический центр. Город, который за 20 лет превратился в центр притяжения туристов со всего мира. Вы посмотрите, какие красивые виды. Здесь вот можно увидеть посередине кадра низкое строение, низкие дома. Это старый город как раз. И далее высокие дома. Это новый город, так сказать, спальни, районы, да. Здесь сейчас посередине кадра вы можете видеть кафедральный собор главный. Вот он. В городе очень много пляжей, естественно, здесь тоже есть достаточно большой порт, который связывает Малагу как с Африкой, так и со многими европейскими городами. Здесь есть культурные районы, так называемые, известные стрит-артом. Это район Сохо, в который я обязательно наведаюсь и посмотрю, и покажу вам тоже. В общем, очень хорошее впечатление. Посмотрите, сколько там холмов. Наверняка там очень много смотровых площадок тоже, с которых просто невероятные виды. И там можно ходить в походы просто до бесконечности. И, кстати, аэропорт Малаги, он находится прям очень близко. Он вообще находится прям в городе. Вот посередине кадра, сейчас я вам приближу. Там вдалеке видно самолеты. Вот, прям видите, наверное, да? То есть это аэропорт буквально от центра, может быть, километров 6-7. То есть прям очень близко, удобно. Если вы летите в Малагу, то вам не нужно потом долго ехать. Можно на автобусе или быстренько на такси доехать до своего отеля или до хостела. Посмотрите немножко в стороне, с другой стороны холма. Вон современные строения. Город растет, поскольку это центр притяжения. Но я больше чем уверен, цены здесь, наверное, просто зашкаливают на недвижимость. Меня многие спрашивают, почему ты начал снимать видео на YouTube канал? Что, для чего тебе это нужно? И я сначала, перед тем, как я начал делать это более профессионально, перед тем, как я начал учиться, да, и там приобретать микрофоны, моя самая первая идея была это, вы знаете, я вот путешествуя, я встречаю очень много людей, я вижу столько много красоты вокруг меня, красивые города, красивая природа, что еще, ландшафты безумные просто, и общение с людьми, оно оставляет в сердце такой очень большой, добрый, теплый след. И я подумал, что мне нужно просто этим всем с людьми делиться, потому что в мире сегодня очень много негатива, очень много какой-то такой дрезги, каких-то непонятных вещей, которые нам вообще не нужны.
Потому что нужно людям обычным? Вот я понял, общаешься с людьми, люди улыбаются, людям хочется просто жить, людям хочется просто наслаждаться, общаться друг с другом, дружить. Взаимопонимание тоже им нужно. Вот что им нужно. И моя одна из целей этого канала — это передать вот эту красоту, вот эту любовь, которую я пропускаю через себя, посещая все вот эти места и общаясь со всеми вот этими людьми. И другая мысль такая: сколько людей, которые не могут путешествовать по разным причинам. Кто-то по политическим, кто-то по финансовым, кто-то по состоянию здоровья прикован к своей квартире или к своей комнате. И представьте, кому-то, может быть, очень приятно смотреть эти видео, вот такие вот живые включения, да, из леса, с горы, с холма, и чувствовать вот эти эмоции, которые мы, блогеры, стараемся передать эту красоту. Для кого-то, может быть, это быть вообще просто жизнь, или глоток воздуха, или надежда на какое-то будущее. Именно вот с этими мыслями я стараюсь вести свой канал, стараюсь рассказывать вот эту информацию, учиться говорить на камеру, учиться передавать вот эту красоту, учиться быть таким, какой я есть, и представлять вам вот этот мир, который я вижу, через призму своего восприятия. Я думаю, это основные такие моменты, которые мной мотивируют. Здесь очень крутой спуск, поэтому я смотрю прям под ноги очень аккуратно. И я надеюсь, что мои видео, мои послания, они достигнут как можно большего количества людей, потому что здесь, на этом канале, здесь о красоте, здесь о любви, здесь о добрых взаимоотношениях, здесь о любви друг к другу, взаимопонимании, конечно же, о красивых городах и о очень красивой природе, которая просто ошеломляет порой. Поэтому я очень надеюсь, что когда вы смотрите мои видео, вы переживаете вместе со мной, вы чувствуете, и если хоть капельку, хоть немножко мои видео трогают вас, это для меня очень дорогого стоит. Я всегда очень рад на вашу обратную связь через комментарии, через личные сообщения, через ваши советы, рекомендации. Ко всему буду прислушиваться, ко всему прислушиваюсь. Поэтому добро пожаловать всем на мой канал. И если вы еще не подписались, конечно, вы можете подписаться, чтобы не пропустить много новых интересных видео. Я вас всех люблю, обнимаю. И всего вам хорошего вам дня. И улыбайтесь почаще. Посмотрите, здесь вот местная семинария, в каком она живописном месте находится и способствует роду деятельности. Я думаю, очень хорошо здесь. Очень хорошая энергия. Вот такое заброшенное строение. Я даже не знаю, что это такое. Бывшая часовня или что-то. Здесь вот на холме очень много граффити. Посмотрите, вообще смотрится красиво. А как вы относитесь к граффити? Нравится ли вам? И если нравится, то как вы думаете, где лучше должны быть размещены граффити? В каких частях, в каких районах города? Там, в центральных ли, где-нибудь на обочине, то есть в крайних районах, или в районе вокзала, или в каких-то специальных отведенных местах. Очень интересная тема, потому что здесь, в Европе, очень много граффити, культура граффити очень развита, но очень много в России людей относятся к этому негативно, и я тоже могу это понять, потому что, во-первых, очень много граффити, которые очень некрасивые,
и очень такие выбивающиеся из общего контекста, которые я видел в России. И они находятся тоже в неподходящих местах, то есть они портят вот идиллию, так сказать, дизайн города, портят вот эту картину. Я вот, например, в целом, я не против граффити. Вот в таких вариантах, в таких местах, например, да, и во многих других местах, где это не мешает, так сказать, общей концепции, мне очень даже нравится. Если это украшает город, если это добавляет красоты, разнообразия, такого творческого и креатива, то я только за. Как вы к этому относитесь? Напишите в комментариях, будет очень интересно. Ну вот он, замок Гибральфару. Он был построен арабами в XIV веке как защитное сооружение. И вот такие шикарные виды на старый город открываются с самой верхней точки замка. В некоторых источниках я прочитал, что это самая высокая точка в городе, хотя до этого я был вот на этой Монте Виктория, гора Виктория, и она явно выше получается. То есть я был на самом верху, где вот эти антенны стоят. Территория замка достаточно большая. Здесь, наверное, часа будет достаточно, чтобы чтобы осмотреть все основные строения, постройки. Двор, вот этот сад небольшой здесь. Здесь есть много разных смотровых площадок с разных сторон замка. Тем самым вы сможете посмотреть на город сверху с разных перспектив, с разных сторон, что придает ценности этой смотровой площадке, этому замку. Билет в этот замок стоит 3,5 евро. Но если вы окажетесь здесь в воскресенье, то это будет бесплатно. Не нужно будет ничего платить. Можно пройтись вдоль всей замковой стены, вокруг территории всего замка и посмотреть на город с разных перспектив. А можно, конечно, тоже прогуляться, потом спуститься во двор и посмотреть, что там находится внутри, на территории замка. Можно сделать и то, и другое, чтобы посмотреть, вот что у нас здесь. У нас какая-то башня здесь. Обязательно нужно посетить Римский театр, который находится рядом с замком Алькасаба, рядом со входом в этот замок, в центре города. И посмотрите, в каком хорошем состоянии находится этот театр. В принципе, все амфитеатры, они похожи в Турции, в Германии, здесь в Испании, в Италии. Очень впечатляет. А вот наверху это стены крепости Алькасаба. Перед вашими глазами сейчас находится Малакский собор, главный собор города. Он является
одной из главных достопримечательностей города и находится прям в самом-самом сердце старого города. Улочки старого города такие же оживленные и интересные. Очень много сувенирных магазинчиков с очень красивыми вещами, с традиционными рисунками. Кстати, в Испании очень много продают, тоже есть магазинчики с интересными носками, с рисунками носок. Обязательно посетите Пасаjo Chinitas. Это маленькая такая улочка в самом центре города. Очень милая, очень уютная. Конечно, с кафешками. Окрашены, стены домов окрашены в такой светло-желтый цвет. Да, здесь какая-то немножко другая атмосфера, чем на параллельных улицах. Но, в принципе, сильно не отличается. Я думаю, один раз пройти здесь, если вы здесь находитесь, это стоит того. Все локации вы найдете в описании под видео. А рядом с Пасаjo Chinitas находится вот эта центральная улица Маркес де Лариос. Наверное, это одна из главных пешеходных улиц в центре города. Посмотрите, вот эти навесы. И там наверху написано Ayuntamiento de Málaga, правительство Малаги, и, видимо, герб города. Таким образом они показывают: мы заботимся о вас, чтобы солнышко вас не слишком пекло. Сегодня, когда я спускался с горы, я встретил одну женщину, она француженка, и живет уже давно здесь, в Малаге. Мы минут, наверное, 15 стояли, разговаривали. Посмотрите, это башня кафедрального собора с другой перспективы. Она гуляла с маленькой собачкой Тоби, очень такой милый. И немножко разговаривали. Она сказала, что ой, сейчас не очень жарко, хорошо, типа гуляйте, здесь наслаждайтесь. А температура сегодня 32. На солнце, мне кажется, ощущается все 35, может быть 36. Но летом здесь бывает, конечно, под 40, и в такие моменты не хочется, наверное, вообще никуда выходить, и поэтому у них тут обеденные перерывы, сиесты каждый день, потому что в это время невозможно в такую жару работать. Все просто отдыхают, сидят, чилят. Может быть, выпивают коктейли или чай, кофе. Скорее кофе. По-другому здесь, видимо, не работает. И чем интересен менталитет вот местных жителей, да, испанцев или те люди, которые сюда приезжают, интегрируются. То есть они вот такие открытые для общения, для разговора. Буквально с большинством людей можно вот так спонтанно где-то пересечься, начать разговаривать, простоять 10-15 минут, может быть, дальше договориться, там, встретиться где-то в городе, что-то там, не знаю, посмотреть футбол, выпить кофе или коктейль. И это так здорово, потому что вот мы стояли 15 минут, мы разговаривали обо всем, и о культуре, и о взаимоотношении людей, и о животных, и просто было интересно послушать, то есть как они здесь живут, как они думают. И так это везде. Или ты просто идешь по улице, я не знаю, пересекаешься взглядами там с кем-нибудь, да, или там вот я ехал на велосипеде, и мне типа просто начали махать, типа привет, я ему привет тоже помахал, и дальше поехал. То есть какая-то такая вот открытая дружелюбность, это очень сильно бросается в глаза здесь, в Испании. Конечно, в Германии такого, далеко нет, и атмосфера, конечно, совсем другая. То
есть как-то все более закрыто, каждый в своем чехле, я так это называю, закрыт, и это моя приватная частная сфера, частное пространство, личное пространство, и не трогайте меня, вот все, я упаковался, и до свидания. Здесь как-то это все по-другому работает, люди очень общительные. До этого я рассказывал, как официант в ресторане, вот он нам просто показывал вот эти блюда. Вот посмотрите, мы вот это приготовили, а тут осьминогу несем, а тут вот как еще красиво. И вот он с каждым блюдом проходил и просто, не то что хвалился, а вот показывал. У него такая радость на лице была, что он делится с нами своей работой людей, которые работают на кухне. Это так здорово, это так просто, это так спонтанно, тебе не нужно каких-то особых договоренностей, тебе не нужно там назначать время встречи, да, там вот мы сейчас созвонимся и поговорим. Нет, такого здесь нет, и это реально круто. Мы сейчас находимся около входа в театр Дель Сохо. Это знаменитый театр здесь в Малаге, который основал Антонио Бандерас. Это театр песни и танца. И этому предшествовало следующее событие. В 2017 году у Антонио Бандераса был сердечный приступ, инфаркт. И, как он сам говорил, это лучшее, что со мной могло случиться, потому что после этого события его ценности в жизни очень сильно изменились. Он начал ценить свою семью, своих детей, и это событие способствовало вот этой мысли, этой идее открыть здесь, в родной Малаге, вот этот театр. С этого момента происходила работа по открытию этого театра, и вот уже несколько лет этот театр работает. Кстати, сам Антонио Бандерас принимает активное участие в репетициях и также в постановках. Он является руководителем этого театра. Это место называется Palmeral de las Sorpresas. Это городская набережная. Очень такое современное место. Рядом с портом, с большими кораблями. Прогуляемся, посмотрим, что там дальше есть. Посмотрите, какая иллюминация или крыша. Крышей ее назвать нельзя, потому что там нельзя спрятаться под дождем. Очень приятное и современное место. В любом случае стоит прогуляться, если вы приехали в этот город. Рядом у воды красивые яхты и корабли, пальмы. Красиво. Все-таки как хорошо, навесы спасают от жары. Без навесов было бы, тяжеловато. И плюс к этому еще распыляют воду. Может быть, видите, вот на вот этих столбиках наверху. Вот, к следующему подхожу. Вот, здесь распыляют воду, чтобы было немножко полегче. Городской пляж Малаги. Много людей, жара, океан и пальмы.
Вот это городской пляж Малаги. Считается не лучшим пляжем. По крайней мере, местные люди считают это не лучшим пляжем здесь. А если вы вот посмотрите на карту, и слева от Малаги, в 17 километрах от Малаги, есть местечко Торемолинос. И там находятся лучшие пляжи региона Малаги. Торемолинос. В поездках часто случаются волшебные дела. Так вот, совершенно случайно я встретил своего хорошего друга из Мексики. Накануне вечером по дороге в хостел я увидел мексиканский ресторан Тулум и вспомнил о моем друге Артуро. Сделал фотографию ресторана и отправил ее ему с приветом из Малаги. После чего через полчаса я получил ответ: «Что? Ты тоже в Малаге?» На следующий день мы встретились. Была невероятная встреча. А вы верите в чудеса? Это видео, окей? Алькасаба де Малага – арабское фортификационное сооружение. Крепость построена на холме в центре города, над портом, и состоит из двух защитных стен. Их видно на фотографии. Крепость вместе с замком Гибральфара, о нем я рассказывал в начале видео, формировали одну из самых могущественных оборонительных систем во всей мусульманской Испании. Они были соединены проходом, защищенным стеной. Его даже видно на карте. Подъем в крепость не очень сложный. Наверху красивые виды на город, на порт и на море. Также можно подняться и на лифте. С 14:00 по воскресеньям вход в крепость свободный. Кстати, Алькасабу и Гибральфару можно посмотреть по единому билету. Начинать лучше с Алькасабы, так как она ближе всего находится к туристическому центру. И в заключение хочется сказать, что Малага на самом деле очень красивый город. Здесь очень много театров фламенко. Здесь уникальный старый город. Здесь очень много смотровых площадок с разных сторон, с которых вы сможете увидеть город с разных перспектив. И это очень красиво. Здесь очень приветливые люди и очень вкусная еда. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Подписывайся и увидимся в Гранаде.